Как сказал великий китайский мудрец Джи, если в состоянии медитации мы стараемся осознавать хорошие качества других людей, возникает чувство великого сострадания ко всем живым существам. И вот эти аспекты мы с вами, прорабатывая на наших медитациях, отрабатывая чувство дружественного участия, проявляет в нашей способности ценить как раз точку зрения других людей, проявлять заботу и проявлять заботу об их благе. И прежде всего вот в наших и дружественных действиях к ним, и их дружественных действиях к нам. И вот осознавая весь этот процесс во время медитации, вы не просто очищаетесь от каких-то негативных энергий, очищаетесь от каких-то загрязнений в вашем теле, физических и энергетических, а вы вырабатываете привычку, вы формируете положительные качества в своем головном мозге, именно воспринимать то у людей, что мы очень редко замечаем, и то, на что мы очень редко акцентируем свое внимание. Да, мы где-то подсознательно ощущаем, что вот этот человек нам вроде бы сделал вот какое-то количество, большее количество положительных действий в нашем направлении, чем отрицательных. И мы его классифицируем в своей голове как нечто дружественное к нам. Но так как были случаи и отрицательного воздействия в нашу сторону, мы к этому человеку проявляем определенную настороженность, что в некоторых ситуациях он нас может подвести, он может быть не настолько просчитываем и адекватен, как нам кажется и считается. И вот это все наши шаблоны и догадки, которые мы применяем к людям автоматически и не пропуская через свою осознанность. И вот каждая медитация, которую вы выполняете в том ключе, что мы с вами отработали сегодня и вчера, она позволяет как раз посмотреть на людей в утонченных вот во всех деталях и понять природу их позитивного отношения к вам, природу их негативного отношения к вам. Нету никаких вот оснований беспричинно причинять вам зло. И у вас нету оснований беспричинно причинять зло другим людям. Вы это делаете на основании каких-то причин. Вот как раз медитация позволяет выявить эти причины, выявить, скажем так, противоядие против этих причин. И когда уже вы в медитациях проработали весь этот, всю эту ситуацию, у вас выработалось фактически понимание и фактическое решение этой ситуации, то уже в жизни вы будете замечать, что при возникновении подобных ситуаций, во-первых, вы уже понимаете, почему человек на то или иное проявление выявляет именно отрицательные какие-то чувства. И вы знаете, чем это обусловлено, и вы уже работаете не как реакция на нечто отрицательное, а вы уже работаете на причину, которая позволила этому человеку проявить такую отрицательную эмоцию. Посмотрите на всех ваших знакомых и попытайтесь дать оценку тому, вот насколько они руководствуются в своих действиях именно настроением и чувствами. И вот медитация, когда мы погружаемся вот в это состояние анализа, состояние нейтральности, мы начинаем понимать, где человек, где влияло на него настроение, где на какой-то поступок влияло ваше настроение. И вот взвешивая каждый раз вот эти ситуации, мы отрабатываем вот этот навык, мы отрабатываем это положительное качество. Четко оценивать во всех жизненных ситуациях, что нами руководствуется сейчас, настроение либо чувство. И каждый из нас вот есть и живут вот эти склонности к беспокойству, к скуке, страху, которые легко пробуждаются под действием различных внешних обстоятельств.
нам стоит создать какую-то среду, то есть либо это мы сами создаем, либо кто-то нам создает, и мы впадаем в то или иное настроение и начинаем испытывать те или иные чувства. И вот объединение вот этих факторов, осмысление этих факторов делает, ну, собственно, вашу жизнь гораздо богаче, гораздо осознаннее. Путь к более полному осознанию эмоций начинается с того, что вы признаете присутствие именно удовольствия и боли. Вот эти два важных фактора, они на самой нижней ступенечке находятся. То есть все остальные наши чувства и эмоции мы можем в итоге свести вот к этим двум простым. И вот на первых шагах, когда вы анализируете состояние своего чувства, своих ощущений, вот чтобы не лукавить себе, чтобы себя не обманывать, начинайте вот с этих нижних ступенек. У вас может быть какое-то чувство и какое-то состояние, и вы можете себе сказать: о, это, наверное, положительная эмоция, или это, наверное, положительное чувство. Но опуститесь от этого текущего состояния вот до этой нижней ступенечки и дайте классификацию, дайте определение этому состоянию. Вам это состояние выражает для вас боль или удовлетворение. И от этого вы уже начнете понимать более высокий смысл каждого чувства и каждого состояния, в котором вы находитесь. И вот эти элементарные, простые, то есть они являются исходный момент, именно исходный старт, то есть возникновение всех эмоций. Поэтому необходимо осознавать их присутствие именно тогда, когда мы их испытываем. Именно здесь и сейчас. И вот все медитации, которые мы с вами проводим, мы как раз пытаемся ощутить именно текущее наше состояние, текущие наши чувства, именно в данный момент времени. Вот развивая свое искреннее отношение к собственным эмоциям, не лукавля, не переставляя, не приписывая им какие-то свойства, типа, что это временно, сейчас это пройдет и так далее. Вот здесь и сейчас. Вы начинаете понимать, что просто так люди никогда не сердятся, никогда не ревнуют просто так, никогда не бывают жадными, никогда не бывают скрытными и также сварливыми и неуверенными. Всему является какая-либо причина. И в той или иной ситуации вы очередной раз, то есть все эти эмоции, то есть не возникают без причин, они проявляются в ответ на определенную ситуацию. Итак, что мы с вами будем делать на следующих медитациях? Вот та практика, которая у нас сейчас уже номер 2, такая базовая, основная, после дыхания. То есть мы сейчас с вами на самом деле освоили две основные практики. Это осознанное дыхание и дружественности. Вот эта практика дружественности, именно которая позволяет осознать наши эмоции, наши чувства ко всему, что нас окружает, вот через нее мы будем постигать и совершенствовать свое мировоззрение и свое отношение ко всему живому. Не только к людям, ко всему живому. Начинайте практику. Каждый раз вот предварительно можете себе составить список, план таких медитаций именно по разным людям. У вас на каждый день, вы сами всегда присутствуете и можете брать для своего анализа либо какие-то яркие ситуации, которые прошли у вас в этот день, там, предыдущий день, которые не дают вам покоя и требуют разбора. Вот эту ситуацию вы можете взять на свою ситуацию и на свою медитацию и ее анализировать, то есть брать себя в конкретной ситуации, когда вы вот были и вам хочется разобрать детально по полочкам, что являлось причиной возникновения таких обстоятельств, что является, какой получился результат, выстроить эту связь между причиной и результатом, как бы вы поступили и как нужно было поступить, чтобы не достичь такого результата, или как нужно поступать в следующий раз, чтобы именно к такому же результату приходить. Вот это вы все в своих медитациях
прорабатываете вот эти решения, наполняя их дружественностью и следя, что за этими простыми двумя базовыми чувствами. Это удовлетворенность и боль. Если у вас результатом этого события была боль, значит вы, наполняя это событие дружественностью, любовью, позитивом, вы анализируете и отрабатываете решения, которые вас могли бы привести в данной ситуации именно к удовлетворению. То же самое вы прорабатываете к своим друзьям. Если вы отработали уже своего одного друга, берите второго, берите третьего. Вот, то есть любого человека, к которому вы испытываете вот эти позитивные чувства. И вскройте для каждого своего друга, вскройте вот те тонкие качества, которые вы до сих пор не замечали. Вскройте и наполните их вот этой дружественностью. Научитесь их замечать, научитесь на них реагировать. Также прорабатывайте для своего друга его негативные поступки, его негативные качества, которые приносят ему боль и вам боль. И проработайте их, почему он вынужден делать такие действия. Как ему помочь? Проявите сострадание в этой ситуации к своему другу и как ему помочь. Чем ему, вот помимо того, что вы просто сострадаете, что он в такой ситуации, чем вы ему можете помочь каким-то словом, каким-то своим намерением и действием. И вот это все проработать, каждую деталь. Тогда вы увидите, насколько богаче и качественнее у вас появятся отношения с вашим другом. Также берите на каждую медитацию нейтрального человека. Прорабатывайте разных нейтральных людей. У вас на каждый день, если у вас будет каждый раз разные люди, вы получать будете гораздо больший опыт и уравновешивать совершенно разные категории людей. Ваша задача не быть предвзятыми, не обманывать себя и не фантазировать. Когда мы вот этих 4 людей каждый раз уравновешиваем и понимаем, что у нас ко всему появляется одинаковые ощущения, одинаковые направленность энергии, одинаковое желание сострадать и помогать и наполнять, тогда это действительно станет вашей привычкой. Тогда вы будете уже просто жить в этом состоянии, это будет ваше качество. И вот эта дружественность, это не только положительные эмоции, которые вы проявляете, но это именно нравственное качество. И это качество основано на желании не навязывать свою волю другим людям, а именно вот сострадать и помогать. Вот эта дружественность, она рождается из понимания того, что все люди просто хотят счастья. Даже те, кто нас обижает, или те, кто на нас обижаются, они также хотят счастья. И независимо от того, чем они занимаются и насколько хорошими или дурными могут казаться, мы должны в своих медитациях максимально глубоко и тонко проникнуть в эту суть и, собственно, понять, через это понять этого человека, почему он так поступает. Подсказать ему в крайнем случае, если у вас есть с ним контакт. И либо изменить свое отношение к этому человеку, то есть не провоцировать его. И вот таким образом мы с вами вот сейчас на ближайшие дни вот эту медитацию сделаем такую осознанную. На каждый день вы записываете себе, можете даже составить какой-то предварительный план, но не спешите его утверждать и не изменять в принципе. Предварительный план, и каждый день вы можете его корректировать, также внося новых людей для просмотра, внося новые ситуации, которые с вами в жизни могут появляться. И каждый раз вы медитируете, именно проживая вновь эти ощущения, эти ситуации. Изменяя свое сознание, вы будете ощущать новые чувства. Вы будете в своих медитациях добиваться вот этого как раз развития нового качества. На все смотреть живое и неживое, на все смотреть именно глазами дружественности. Не осуждения, не презрения. И когда это качество
врастет в вашу жизнь, станет его базовой составляющей, вы увидите, как будет изменяться вся ваша жизнь. Итак, пишите список из 4 людей, вы сами, ну, чтобы вы понимали, что вы сами в конкретной ситуации можете брать. Можете себе просто говорить: я сегодня, или я вот на таком-то там событии, вот в такой-то совершил поступок, и просто проживаете еще раз эти чувства. Дальше, ваш друг. Ваш друг может быть любой человек, кому вы испытываете позитивные чувства. Нейтральный человек и трудный человек, с кем у вас тяжелые отношения, где вы раздражаетесь, где вы недопонимаете. И вот каждый раз вы вот этих 4 людей прорабатываете. Я желаю вам удачи в этой практике. И не забывайте делиться, оставлять свои комментарии. Я вам буду помогать новыми советами, новыми наставлениями, новыми рубежами, к которым мы будем дальше с вами двигаться. А пока развиваемся и совершенствуем вот эту практику дружественности.